Героем нашей истории является девушка по имени Виктория. Она живет в городе, но часто приезжает к своей любимой бабушке в деревню. Ее бабушка живет в глухой деревушке на севере России. Рядом с этой деревней находится непроходимый лес. Помимо живущих здесь диких животных, лес изобилует богатыми ресурсами, которые привлекают местных жителей. В этом уголке природы можно найти самые разнообразные виды ягод: сочную и спелую чернику, кислую и ароматную бруснику, сладкую малину и землянику, а также горький и полезный боярышник. Кроме того, лес подарит каждому любителю грибов настоящую находку. Здесь можно найти великолепные белые грибы и боровики, рыжики и опята, лисички и маслята. Однако, несмотря на все свои прелести, этот лес также скрывает множество опасностей. Встречи с дикими животными, такими как волки и медведи, представляют потенциальную угрозу для всех, кто решит отправиться в его глубь. Виктория с самого детства знает все секреты этого леса и научилась бережно обходить его опасности. Она не боится отправляться в этот мир природы, чтобы насладиться красотой его ландшафтов и собрать щедрый урожай ягод и грибов для своей любимой бабушки. Она продемонстрирует всем, что справиться с трудностями и находить радость в маленьких вещах возможно, даже когда они скрыты среди бездонных просторов дикой природы. Девушке очень нравится природа, она очень часто гуляет в великолепном лесу, наслаждаясь безумно свежим воздухом, что его аромат проникает в ее каждую клеточку тела, делая дыхание глубоким и освежающим. Она гуляет по извилистым тропинкам, окруженным мощными, шелестящими деревьями, которые величественно простираются к небу, будто воплощая мощь и красоту природы. Ее ушам доставляется невероятное симфоническое пение птиц, которое наполняет ее сердце бесконечной радостью и покоем. Она останавливается на мгновение, закрывает глаза и погружается в эту сказочную мелодию, позволяя каждой ноте проникнуть в ее душу и разбудить в ней нежные эмоции и мечты. Она магически сливается с окружающей природой, ощущая собственную связь и гармонию с Вселенной. Каждая ее прогулка в лесу превращается в необыкновенное приключение, полное открытий, вдохновения и восторга. Однажды Виктория решила прогуляться по лесу. Разбираясь в своих мыслях, она зашла слишком глубоко в лес и немного заблудилась. Но потом, через некоторое время, она разобралась и решила идти по лесной тропе обратно к дому. Уже начало темнеть, и девушка понимала, что ей нужно ускорить шаг, чтобы вернуться к своей бабушке до полной темноты. Она чувствовала некую тревогу и беспокойство, но не теряла надежды. Все еще слышался шум леса, но он становился все тише и тише по мере того, как она приближалась к дому. Уверенность возвращалась к Виктории, и она пришла к решению не бояться идти дальше. Каждый шаг приближал ее к свету и безопасности ее дома. Но это было лишь начало истории. Вдруг ей навстречу вышли 5 мужчин, они громко разговаривали и о чем-то спорили. Девушка перепугалась, ведь она не встречала раньше такое количество людей в лесу. Она решила свернуть налево, чтобы не попадаться этим людям на глаза, но мужчины тоже свернули и пошли за ней. Девушка ускорила шаг и услышала бег за спиной, и тут ее схватили эти мужчины. Бандиты поймали девушку. Их гнусные руки повалили ее на сырую землю, и страх пронзил ее до самой души. Отчаянно умоляя о пощаде, девушка пыталась обратить на себя их внимание, но их сердца были замерзшими камнями, лишь мрачный смех ощущался в воздухе над ее пронзительными криками. Жестокие мужики, презрительно усмехаясь, заставили девушку встать на колени и с угрожающим придыханием шептали ей: «Либо ты будешь раздеваться, либо мы отнимем у тебя последнее. Что у тебя осталось, убив тебя безжалостно и без всякого сожаления». Они были готовы совершить ужасное преступление, когда внезапно из густых кустов выбежала огромная и яростная стая волков. Несмотря на свою устрашающую и грозную внешность, эти великолепные животные оказались добрыми и заботливыми по отношению к людям. Их глаза излучали тепло и преданность, а их воздушные движения были грациозными и покоряющими. Ошеломленные бандиты от этой неожиданной и необычной ситуации не могли сдержать удивление и отступили назад. Они не могли поверить своим глазам, когда увидели, как волки с мощными челюстями и острыми зубами защищают невинную девушку. Животные были полны решимости и смелости бороться за нее и не допустить, чтобы с ней случилось что-то плохое.
Их громадные тела, излучающие силу и мощь, стояли перед бандитами как живой щит, готовые отразить любую опасность. Используя момент, девушка сбежала из леса и побежала к ближайшей дороге. Она знала, что ее спасение зависит только от нее самой. Сердце ее билось так быстро, что казалось, оно выскочит из груди. Она бежала, не оглядываясь, радуясь каждому шагу, который отдалял ее от опасности. На дороге девушка заметила проезжающую машину. Она махнула рукой, обращая на себя внимание водителя. Тот остановился и открыл дверь, предложив помощь. Девушка с благодарностью села в машину и рассказала водителю о своем ужасном приключении. Он был потрясен и обеспокоен произошедшим. Решив, что они должны предупредить полицию, водитель взял телефон и набрал номер экстренной службы. Полиция приехала в течение 7 минут. Они выслушали рассказ девушки и отправились вместе с ней в лес, чтобы найти бандитов. По приезду в лес, полицейские обнаружили бандитов, которые находились неподалеку от места преступления. Благодаря описанию девушки, полиция легко идентифицировала их. Бандиты были арестованы и доставлены в полицейский участок. Оказалось, волки не стали убивать их, они лишь напугали бандитов грозным видом, и они в страхе убежали прочь из леса. Но далеко уйти они не смогли, так как они в панике заблудились в лесу и не могли найти дорогу к своему автомобилю. Девушка была счастлива, что она смогла избежать страшной участи. Она благодарила волков за их защиту и понимала, что если бы не они, то, возможно, ее бы уже не было в живых. Виктория была очень благодарна волкам за спасение, она каждый день вспоминала о них. Бандитов арестовали и их ждет суд, по словам судьи, им грозит до 15 лет лишения свободы. С того момента прошло уже 2 года, девушка также приезжает к своей бабушке в деревню, но уже с осторожностью гуляет по лесу, ведь кто знает, что ей встретится на пути. А еще Виктория пишет книгу о своем приключении в лесу и о том, как стая волков спасла ей жизнь. Таким образом она вдохновляет людей, рассказывая о том, что помощь может прийти от тех, от кого ты ее вообще не ждешь. Она надеется, что ее книга станет бестселлером и принесет ей известность. Также после данного инцидента, Виктория поддерживает фонды дикой природы и жертвует деньги в приюты для бездомных животных. Таким образом, благодаря доброте волков и смелости девушки, она смогла избежать страшной участи и найти в своей жизни помощь в самых неожиданных местах. Она доказала, что даже в самых темных моментах всегда найдется свет и надежда. Волки, оказавшиеся понимающими и сострадательными существами, подтвердили тот факт, что доброта и смелость – сильные и важные черты человеческой личности. Девушка, в свою очередь, проявила невероятную стойкость и отвагу, сумев найти решение и преодолеть трудности. Она осознала, что и в самых отчаянных ситуациях всегда есть место для надежды и помощи. Ее история – это пример того, как благодаря вере в себя и поддержке окружающих можно преодолеть самые сложные испытания и обрести светлое будущее. Этот случай стал ярким свидетельством того, что всегда есть возможность найти неординарные решения и найти поддержку там, где мало кто ожидает. Она призывает каждого из нас не терять надежду и верить в силу добра и открытости. Ведь даже одно доброе и справедливое действие может изменить все, что кажется безнадежным и отчаянным. В конце концов, именно благодаря доброте и смелости людей, как этой девушки и волков, мир становится лучше и прекраснее. Вот такая удивительная и пугающая история случилась с девушкой по имени Виктория. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, там вы найдете еще много интересного.